Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Конечно, приятно работать с новыми красивыми тканями, специально разработанными для лоскутного шитья. А что делать, если в вашем распоряжении есть только остатки от старых рваных джинсов, кусок плотного трикотажа от бывшей юбки, куски от брезентовой спецовки, лоскуты от школьной формы, из которой уже выросли дети, остатки от старого яркого плаща. Шить! И шить с удовольствием. Прекрасно, что у нас есть эти плотные крепкие ткани. Будем шить коврик. Специально ничего не выкраиваем, работаем с тем, что есть. Шить будем по основе. Кусок плотной крепкой ткани. Размер возьмем немного больше, чем нам нужен. Для удобства работы воспользуемся приставным столиком, который легко сделать самостоятельно. Надо, чтобы все полотно лежало ровно, на одной плоскости с игольной пластиной. Шить будем самым простым способом, в технике крейзи. Помещаем в центр красивый яркий лоскутик и потихоньку начинаем его обшивать со всех сторон. Пришили, отогнули, отстрочили, закрепили декоративной строчкой. Шьем мы просто коврик для ванной или для бани, чтобы на него босыми ногами вставать. Кто там будет рассматривать ваши строчки? В таких местах люди вообще голенькими ходят. Им бы себя поскорее укутать, а не ваши ковры разглядывать. Так мы шьем и шьем, постепенно заполняем всю основу. Вы же понимаете, что при таком способе работы можно использовать ткани самого разного качества. Готовые блоки надо тщательно проутюжить, потом промерить и подровнять края.
Получились замечательные заготовки. А теперь будем готовить сэндвич. Для обратной стороны возьмем кусок плотной мебельной ткани, затем кусок холстопрошивного полотна, а сверху закрываем нашей красивой лоскутной заготовкой. Начиная от центра, скалываем все английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. Стежку полотна начинаем от центра. Установим декоративную строчку и будем шить по спирали. Готовые детали еще раз проутюживаем и подравниваем. А соединять их будем через 2 бейки. Одна шириной 5 см, другая 3 см. Узкую бейку приставим к обратной стороне готового блока, а широкую бейку сложим вдоль пополам и присоединим к лицевой стороне. При работе за швейной машинкой одним швом сразу же прошиваем все бейки. Смотрите, какая форма получается, как крылья бабочки. Дальше мы отгибаем и расправляем узкую бейку и приставляем к ней готовую вторую лоскутную деталь и прошиваем ее на швейной машинке. Готовое соединение расправляем. Смотрите, припуски лежат ровно рядом, никаких утолщений нет. Двойной бейкой закрываем эти открытые срезы. Все получается очень красиво, чисто и аккуратно. Мы самые внимательные зрители, конечно же, помнят, что чуть раньше мы уже сшили несколько таких блоков и соединили их между собой. Получился у нас коврик размером 80 на 80 сантиметров. А сегодняшними блоками мы увеличим его размер. Работаем точно так же, соединяем через 2 бейки. Коврик получился размером 80 на 120 сантиметров. Пожалуй, уже хватит. Как раз для совмещенного санузла подойдет. Остается только обработать открытые края. Выкроем бейку, просто прямую полоску ткани шириной 5 сантиметров. Здесь как раз учтена ширина коврика. Как пришивать бейку и обрабатывать углы, постоянно показываю в каждом видео. Бейку пришиваем к лицевой стороне коврика. Потом пришитую бейку отгибаем на изнаночную сторону, дважды подворачиваем и пришиваем на швейной машинке. Этот способ работы описан в старых советских учебниках по шитью. И получился замечательный фантазийный коврик, очень плотный, теплый и не скользящий. Самое приятное, что для его пошива использовали вещи, которые уже никто не носит. И шкаф почистили, и новый коврик сшили. А коврики обычно
служат несколько лет. Девочки, дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивей и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!